Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я показываю очень подробную стрижку Боб Пикси. Смотрите ролик до конца, в конце схемы. Хочу поблагодарить всех за потрясающие комментарии. Продолжайте в том же духе. Let's go, друзья! Итак, стрижка Боб Пикси. Отделяем сразу три точки. Первая и вторая это виски, и третья точка это челка. Как видите, челка уже подстрижена до нас. Как в том фильме «Операция И». Все уже украдено до нас. Так и здесь. До нас подстрижен был клиент по высшему уровню, высший класс, высший пилотаж. Поэтому длина челки и длина висков для нас будет ориентиром. Длиннее мы сделать их не можем, а короче можем. Мы их доработаем с учетом потребностей и запросов нашего клиента. Мы с клиентом определились с этими длинами. У нашего клиента была похожая стрижка на боб-каре внизу, а сверху вы сами видели, что это было за безобразие. Волосы увлажняем. Тип волос жесткий, и с ними надо уметь еще работать. Вот, видно, какой-то намек на каре был. Длина в нижней затылочной зоне тоже остается нетронутой. Делаем прямой срез. Длину особенно не убираем. Это зона А. Зона С примерно подстрижена у нашего клиента, мы ее потом доработаем. Зона С стрижется на 5 см выше, чем зона А, на затылочном выступе, как показано на этой картинке. Далее отделяем на макушке контрольную прядь шириной 5 на 5 сантиметров. Это контрольная зона. И стрижем на заданную длину, примерно 10-12 сантиметров, для того, чтобы была объемная макушка. Ставим руки параллельно поверхности головы и пальцы оттягиваем параллельно этой линии под 90 градусов. Очень важно, чтобы пальцы были параллельно поверхности головы или плоскости головы. И стрижем на уровне линии Б. Линия Б определяет нам зону Б. Это наша контрольная прядь, которую надо будет соединить с зоной А через зону С. В прямоугольном проборе отделяем прядь шириной 5 сантиметров и соединяем эти две точки Б и С. Их очень хорошо видно. В быстротехниках мы всегда ориентироваться должны на две точки. А сейчас соединяем зону С с зоной А. У нас зона А была уже прострижена до нас, поэтому я ниже не опускаюсь. Вот она, наша контрольная зона для всей стрижки, на которую мы будем ориентироваться. Все волосы справа и слева мы будем подчесывать к этой зоне и стричь на ее уровне. Причем не надо бояться брать большое количество волос. Вы сейчас увидите, что я возьму сразу все волосы с правой стороны. Стрижем на уровне контрольной пряди
которая у нас была сделана по центру в прямоугольном проборе. Все волосы можно подчесать к этой пряди, и одним срезом мы подстригаем стрижку под названием боб-каре. Одним легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Тоже из классики «Бриллиантовая рука». Да, так можно было. Именно так эти стрижки мы стрижем в быстротехниках. По сути, я подстригла с правой стороны боб-каре, которую можно, в принципе, так и оставить, доработать длину виска и все. Но наша задача это пикси. Вот схема чистого боб-каре. А пикси это асимметрия практически в большинстве случаев. Поэтому один висок у нас будет короче другого. Стрижем висок 5-7 сантиметров. Это первый висок под номером 1. Затем всю прядь направляем на затылочную зону, на пол уха и стрижем диагональную линию. Затем эту линию соединяем. Угадайте с чем? С линией B. Вон она у нас. Ее очень хорошо видно. Все волосы отчесываем назад. Это очень важно. И стрижем, продолжая линию B. Это очень удобный и самый простой способ стрижки боб-каре. Основную форму с правой стороны мы уже сделали. И сделали очень быстро. Посмотрите, какой получился объем. И заметьте, за каких-то 5 минут мы подстригли половину стрижки. Не просто подстригли, а сделали достаточно сложную стрижку. Удовлетворили потребность нашего клиента, чтобы волосы можно было заправлять за ухо. Далее опять отделяем волосы в прямоугольном проборе. И волосы с левой стороны подчесываем к этому же месту, к прямоугольному пробору. И стрижем точно таким же способом. На уровне точки B или зоны B. Стрижем все волосы на уровне контрольного ряда, который мы сделали в П-образном проборе или в прямоугольном проборе. Ну, можно сказать, что левая сторона тоже практически подстрижена, за исключением одного момента. Вот вам и боб-каре, но это, конечно же, не все. Наша задача сделать с левой стороны стрижку длиннее, чем с правой. А так сзади боб-каре стопроцентная стрижка с приподнятой макушкой. Левая сторона должна быть длиннее, и она у нас здесь длиннее. Выводим на самую максимальную длину, которая есть у нашего клиента.
И по этой самой максимальной длине 25-28 сантиметров стрижем в зоне D эту прядь под 90 градусов. Далее волосы из зоны D направляем в сторону зоны B и стрижем их на уровне зоны B. Все очень просто. Если нам нужны в какой-то зоне длинные волосы, мы их отчесываем в противоположное направление и стрижем на уровне короткой пряди. Вот она, самая длинная прядь волос у зоны челки. За полминуты мы подстригли зону D. Нам надо D соединить с B. Между ними находится зона E. Это шляпная зона, которую мы прорабатываем поинтингом. Не прямым срезом, а поинтингом. Вот она, зона Е. В этой стрижке зона Е стрижется только с левой стороны. С правой стороны мы ее не дорабатывали. Висок левой стороны у нас длиннее, чем на правой стороне. И мы получили пикси-боб. Дальше дорабатываем уже пикси. Убираем у краевой линии роста волос машинкой без насадки. Краевую линию роста волос 1 сантиметр для того, чтобы челка приподнималась от корня. И висок стрижем машинкой насадкой номер 1 3 миллиметра. Это элементы стрижки пикси. Ширина этого участка примерно 5 сантиметров. Но это на выбор наших клиентов. Стрижем косой висок, как в мужской стрижке. Дорабатываем элементы. Нам надо сделать дополнительный объем. В зоне Е отделяем прядь и делаем срезы прямыми ножницами через 1 сантиметр. Не надо бояться этого метода. Он точный и даст возможность приподнять тяжелые верхние длинные волосы без особых усилий. У клиента жесткие стекловидные волосы. Их филировать в длине вообще нельзя, иначе они будут просто торчать. Работаем в зоне Е. Точечные прямые срезы. И вот эти мелкие волосы приподнимут длинные тяжелые волосы. В зоне макушки делаем просто чумовую филировку по всей длине и от корня, чтобы волосы буквально торчали. В пикси это очень важный момент, буквально, скажем, ключевой. После стрижки мы сделали окрашивание балаяж и высушили волосы без укладки, без расчесок. Вот так теперь будет выглядеть наш клиент, когда просто посушит себе волосы феном без особых усилий. Я считаю, что сушка без расчески – это проверка стрижки на качество. Вот что было и что стало. А теперь смотрите, где у нас боб с левой стороны, а пикси с правой стороны. Все очень просто, дорогие друзья.
Ну, по крайней мере, я постаралась вам донести свое видение и понимание этой стрижки. Попыталась максимально упростить ключевые моменты. И уже насколько это у меня получилось, судить вам. Но надеюсь, что хоть какая-то часть этого сложного парикмахерского искусства вместе со мной для вас становится более понятной. А дальше смотрите схему этой стрижки. Уже понятно, что стрижется она в классической схеме А, Б, С, Д и Е. Вот она, зона А, затем стрижется зона Б, Б соединяется с А зоной С. И обратите внимание на особенность этой стрижки. У нее есть зона Д и только с одной стороны зона Е. На правой стороне зону Е мы не стрижем, потому что на левой стороне у нас стрижка каскадная каре боб, а на правой стороне пикси. И в итоге мы получаем пикси-боб, две стрижки в одной, которые соединяются в прямоугольном проборе. Вот откуда берется многообразие стрижек. Если посмотреть на стрижку сбоку, схема будет выглядеть так. Зона А находится на одном уровне. Вот зона С уже с левой стороны длиннее, чем с правой стороны. Соответственно, зона Б длиннее с левой стороны, чем с правой. И с левой стороны у нас есть зона Е, это соединение Д и Б. С правой стороны Д и Б мы не соединяем. Ну, на этом все. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Всем желаю успехов и удачи, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.